Всем привет! Сегодня я расскажу про основу мода Productive Bees. Этот мод позволяет находить и создавать пчел, которые могут производить ресурсы. Первым делом нам необходимо найти ванильные ульи. Их можно найти в обычном мире. Обычно около них летают пчелы. Далее нам потребуются ножницы. Теперь ждем, пока в улье накопится 5 уровней меда. Также, когда вы соберете мед, вас могут атаковать пчелы. Чтобы этого не произошло, под ульем можно поставить костер. У нас накопилось 5 уровней меда. Жмем ножницами ПКМ по улью. Теперь у нас есть мед для дальнейших крафтов. Мед нам потребуется для создания продвинутого улья и коробки расширения. Устанавливаем продвинутый улей. И к нему ставим коробку расширения. Сделаем небольшую коробку из стекла, чтобы будущие пчелы не улетали. Теперь надо найти пчел. Всех необходимых пчел можно найти в обычном мире, в Незере или в Эндер-мире. Всего есть два вида клеток, которыми можно ловить пчел. Обычная пчелиная клетка и крепкая пчелиная клетка. Крепкая не будет ломаться. Попробуем найти в адском мире кварцевую пчелу. Подходим к ней и нажимаем клеткой ПКМ по пчеле. Еще можно поискать ее гнездо и собрать его. Оно нам может пригодиться для дальнейшего создания пчел. Теперь клеткой с этой пчелой мы жмем Shift плюс ПКМ по продвинутому улью. Также нам потребуется кварцевый блок, который кварцевая пчела и будет опылять. Все, что опыляют пчелы, вы можете увидеть в Джее. Через некоторое время пчела начнет опылять кварцевый блок и помещать продукцию в свой улей. У всех ульев есть свои улучшения. Эффективность увеличивает производство улья на 39%. Скорость уменьшает время пребывания в улье на 20%. Бэйби устанавливается в ловушку и собирает только маленьких пчел, но об этом позже. Продукция позволяет получать сразу пчелиные соты в виде блоков, но пчелы проводят в 2 раза больше времени в своих ульях. Антителепортация запрещает пчелам телепортироваться. Диапазон увеличивается дальность для пчелы. Фильтр позволяет выбрать определенную пчелу, которая сможет залетать в определенный улей. Секвенатор генов позволяет собирать гены с пчел. Давайте установим 2 улучшения эффективности и 2 улучшения скорости. Вот такую продукцию приносит кварцевая пчела. Помните, мы собирали гнезда? Теперь можем попробовать установить это гнездо. Однако адское гнездо можно установить только в адском мире. Поэтому используем дубовое гнездо, которое можно найти в обычном мире. Ставим гнездо и нажимаем медовым угощением при помощи ПКМ по этому гнезду. Теперь сверху появился таймер, который указывает, через какое время появится новая пчела. А вот и пчела. Далее рассмотрим механизмы. Всего есть 7 основных механизмов.
Центрифуга, механизированная центрифуга. Этот механизм уже работает от энергии. Разливочная машина заполняет баночки медом. Этот механизм устанавливается около центрифуг. Медовый генератор потребляет баночки с медом и производит энергию. Пчелиная ловушка. Этот механизм ловит пчел. Инкубатор пчел. Данный механизм позволяет с более высокой скоростью создавать взрослых пчел. И индексатор генов. В этом механизме мы можем хранить все наши гены. Рассмотрим работу центрифуги и разливочного механизма. Устанавливаем по краям разные центрифуги и в центре устанавливаем разливочную машину. Также подключим к энергии механизированную центрифугу. А также мы можем ускорить работу механизированной центрифуги при помощи улучшения скорости. В разливочную машину кладем пустые пузырьки, они будут заполняться медом. Далее медовый генератор. В него просто кладем баночки с медом, и он будет производить энергию. Пчелиная ловушка. В нее кладем клетки и при помощи Shift плюс ПКМ устанавливаем сверху цветочек. Теперь, если пчела попытается пылить цветочек, то сразу попадет в ловушку. Инкубатор пчел. Нам он потребуется для получения взрослых пчел. Давайте сначала попробуем скрестить пчел. Все скрещивания пчел вы можете посмотреть в Джее. Построим небольшую коробку для пчел и отправим туда нашу кварцевую пчелу и пепельную. Пепельную пчелу вы также можете найти в обычном мире. Выпускаем пчел и нажимаем цветочком ПКМ по каждой из пчелок. Вот они начали размножаться, и у нас получилась медная пчела. При скрещивании с шансом 25% мы можем получить одну из показанных пчел. При помощи клетки можем словить маленькую пчелу и отнести ее в инкубатор для пчел. Также можем ускорить инкубатор при помощи улучшения скорости. Теперь у нас в клетке находится взрослая пчела, которую мы можем использовать для получения новой продукции. Если вам интересно узнать про гены пчел и как они получаются, то ставьте лайки, и я сниму еще одно видео про эту великолепную модификацию. Всем спасибо за просмотр, играйте с удовольствием на наших серверах.